Всем привет! Рассматривая автомобили для профессионального автоспорта, можно заметить одну особенность. На покрышках, которые они используют, абсолютно нет никакого протектора. Почему так? И почему такие покрышки запрещено использовать на дорогах общего пользования? Давайте разбираться. Данный вид покрышек называется слик и имеет ряд особенностей. Конечно же, самое первое, что бросается в глаза, это полное отсутствие протектора. Сделано это для того, чтобы обеспечить максимальное пятно контакта с дорогой. Также материал, из которого выполнен слик, рассчитан на работу при высоких температурах. Вы, возможно, видели, как перед началом самой гонки пилоты проезжают круг, виляя из стороны в сторону. Так вот, таким образом они прогревают резину. При достижении рабочей температуры слики начинают буквально прилипать к асфальту, что обеспечивает феноменальное сцепление с дорогой и позволяет проходить повороты на скоростях, которые и не снились обыкновенным покрышкам. Но, к сожалению, слики могут выполнять свою функцию только в условиях сухого, ровного и чистого трека. Если на пути пилота в повороте окажется какая-нибудь грязь, песок или покрытие окажется недостаточно ровным, вероятность потери управления будет крайне велика. Такое поведение сликов при попадании на загрязненные поверхности обусловлено как раз таки отсутствием протектора, то есть то, что дает преимущество на чистой и сухой поверхности, сыграет очень злую шутку в ситуации, если покрытие перестанет быть идеальным. Также потеря управления может произойти, если на треке будут неровности, пусть даже незначительные. Так происходит, потому что слик имеет очень жесткую структуру, и если обычная покрышка, проходя через неровности, чаще всего принимает форму той самой неровности, хоть и частично, то слик из-за своей жесткости, которая необходима ему для выдерживания чудовищных боковых перегрузок в поворотах, повторить рельеф дороги не сможет, что приведет к мгновенной потере пятна контакта. А на высоких скоростях это может повлечь за собой крайне негативные последствия. А если вдруг еще и придумают пойти дождь, то автомобиль, обутый в слике для сухой погоды, и вовсе превращается в штуковину, которая управляется весьма условно. Поскольку даже небольшие скопления воды, в силу опять же отсутствия протектора, начнут вызывать жесточайшее аквапланирование. Конечно, на этот случай в помощь гонщикам приходят слики для мокрой погоды. Вот на них протектор уже в наличии, поскольку необходим для отвода воды. И материалы, из которых выполнены дождевые слики, подобраны так, чтобы они могли работать при более низких температурах. Использование сликов на дорогах общего пользования запрещено, поскольку, как я уже говорил ранее, слик — это история, работающая стабильно и правильно только в идеальных условиях, которые могут быть обеспечены на специально подготовленном гоночном треке, но невозможны в принципе на дорогах общего пользования. Еще к отдельным видам сликов можно отнести слики для драг-рейсинга. Слики для драг-рейсинга имеют определенное строение корда, благодаря которому покрышки на старте имеют возможность как бы скручиваться, тем самым сглаживая огромное количество крутящего момента, свалившегося на них на старте. И самое главное, что большая часть мощности из-за возможности сликов для гонок по прямой скручиваться не уходит в пробуксовку, а аккумулируется внутри покрышек. И по мере роста скорости покрышки как бы возвращаются в свое первоначальное положение, тем самым разгоняя автомобиль еще сильнее. Ну что, давайте подведем итоги. На мой взгляд, что слики для профессиональных гонок, что слики для драг-рейсинга актуальны только в профессиональном автоспорте. А если ваш автомобиль, как и мой, должен каждый день возить вас на работу и обратно, по пути заезжая за продуктами в магазин, а на выходных радовать вас отличным зацепом на местном автодроме, я бы советовал вам посмотреть в сторону так называемых полусликов. Это как раз отличный компромисс между сликами для профессиональных гонок и гражданской резиной. И передвигаться на такой резине по дорогам общего пользования разрешено, хоть иногда и с некоторыми ограничениями. А на этом у меня на сегодня все. Всем отличного зацепа там, где он нужен, хорошего настроения, удачи и пока!